Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. И сегодняшний гость у нас Массачусетс. Как я уже говорил, проходит сейчас распродажа. 50% скидка на голдовые кораблики. Поэтому вот кого что интересует, запрыгивайте. Он проект есть 2145. Мне он не особо, но может кому-то из вас понадобится. Хотя может и мне понадобится. А может и не понадобится. Не знаю. Я еще не решил. Ну, а сегодня Массачусетс. Миссури мы уже рассмотрели. Я взял обоих по скидкам. И если с Миссури все понятно, да, корабль, которому не хватает, то здесь у нас, конечно, картинка-то повеселее. Ну, давайте начнем с ДТХ. Итак, прочность 539 500. Для сравнения. Нахимов 507, Петр Великий 526, Варяг 507. То есть ХП у него чуть-чуть больше, чем у крейсера. Чтобы вы понимали. Далее, скорость 22, 19 на самом деле, но в отличие от предыдущих гостей, на поворотах он те же 19 вроде как удерживает, он не падает до 18. Маневренность 9.1, поворачивать, да, он плюс-минус умеет, но как бы, кстати, крутится на месте. Радиус обзора 12.8, заметность воздуха 4.58, заметность с поверхности 5.38, заметность глубины 3.10. Малозаметность у него присутствует в размере аж целых самых 5. Штраф при движении, разведданные, но это все такое себе. С собой можно взять ремку, ловушки, резерв боеприпасов. Кстати, пригодится. И рэб. Не пользуюсь, не знаю почему. Хотя он вроде у меня есть. Надо будет научиться им пользоваться. Переходим к вооружению. Вооружение у нас тройной слот ракет. Ставьте, что хотите. Тут можно ставить и иксы, и что угодно. Короче, сами смотрите. Я в последнее время прикипел к зенитным ракетам. Ставлю всякие HQ-шки, римки даже ставил и так далее и тому подобное. Потому что, с одной стороны, универсальность. Можно бить по кораблям, а можно отбрыкиваться от надоедливого курятника, который что-то вот не слезает с вас полбоя почему-то. Ну вот можно, соответственно, отвечать ему любезностью на любезность. Он вам на нервы действует, а вы непосредственно ему. Далее. Пушки. С пушками все просто. 100 тысяч с перезарядкой 10,5. Раньше было 52 тысячи с перезарядкой 5. Сейчас 104 тысячи с перезарядкой в 10 секунд. В принципе, неплохая альфа. Нормально. Это вот наш альфа-страйк. Дальше гранатомет. Гранатомет с очень таким странным, можно сказать, расположением. Как странным? Какое есть, такое есть. Расположен он сзади, на корме, почти на самой-самой корме. Вот здесь уже кораблик заканчивается, здесь он торчит. Итак, наносит он в районе 50 с перезарядкой 4,20. Это наш ДПМ. Дальше. Работает он по подводным целям, по подлодкам, по торпедам, по всему работает, кроме самолетов. К сожалению. Дальше торпеды. Какие хотите, такие ставьте. Их у вас 2. Я, как всегда, свои Торпед-62 с собой вожу. Вертолет по вкусу. Автопушек у нас 3. Это, кстати, неплохое усиление ПВО. Я поставил Сигмы, потому что, больше мне, в принципе, поставить нечего. Я человек крайне бедный и несчастный. Потому что бедный. Дальше ПВО 4+2. В четверной слот я поставил 162D римки и, соответственно, в двойной слот поставил жеринги. Таким образом, вместе с сихоками, с сигмами у меня получается вот неплохое такое ПВО. Ракеты, кстати, вот сбивает. Особенно, когда пытаются вас развести из ракетного типа гранатометов. МЛРС, эти самые, как вот там... Астросы, вот это вот. Типичный стандартный развод, когда они не через продвинутую схему играют, как я ее называю, а прям вот через вот эту тупую старую. Сначала пуляют вас пачку этих самых, вы на панике жмете
на ловушки, и тогда уже запускают боевые ракеты. И вот эти пачки ракет, они неплохо так спиливают. Вот все вот это ПВО, оно неплохо их спиливает. Бывает, что неплохо спиливают и ракеты основные в том числе. Так, ну что, камуфляж, флаг, как у всех. Камуфляж я свистнул с Нахимова, ему не надо. Ему камуфляж не поможет, ему ничего не поможет, разве что эвтаназия. Так, ну что, пойдемте глянем, как он стреляет. Итак, мы на месте. Ракеты, естественно, проверять не будем. Торпеды тоже не особо. Мы посмотрим артиллерийскую часть. Итак, наша альфа. Пах! 104 тысячи. Вполне себе достойно. Наш ДПМ. Видите, как он летит? Быстро-быстро летят. Одна с другой 52 тысячи. Перезарядка быстро. И, соответственно, вы чаще будете стрелять из гранатомета, чем из пушек. Опять перезарядился. То есть прям можно заливать. Именно поэтому вам пригодится ваш дополнительный боекомплект на кнопке F, потому что, возможно, вам придется перезаряжаться, особенно если вы вздумаете воевать с подлодкой. Так, давайте сейчас зарядим все и выпалим дружно, чтобы посмотреть, какой у нас полный бортовой. Нет, не посмотрим, потому что у Ямато внезапно отказался с нами сотрудничать, сказал, что идите вы нафиг, у меня закончились КП. Ну ничего, у нас есть еще этот самый курятник, его бить даже приятнее. 156 тысяч. Ну, вот. Конечно, это даже не Миссури. Это даже не Миссури, который там до 180 даже догонял. Но, в принципе, своем неплохо. Мы рассмотрели техническую часть, мы постреляли немножко с кораблика. Теперь давайте посмотрим, как он работает в бою. Поехали. Экс. Разворачиваемся и прячемся, потому что у нас двое, а значит перед нами трое. А еще у них есть две Монтаны, а у нас есть Массачусетс и второй тоже. Балансер. Жжет. Да, ну как балансер? Что с балансера взять? Он видит, что линкор и линкор, ему пофиг, какой линкор. Главное, что линкор. Теперь надо заныкаться по-срочному за остров и сидеть там, не высовываясь. Это лучшее, что я могу сделать для себя. Я еще могу плюнуть в него торпедами, не засветившись при этом. Но поздно. Да. Пошел нафиг своими ракетами. Филку. Нормально. И забиваем на него некое скобяное изделие. Предназначенное. Скрепление деталей. Пускай они там делают, что хотят. Мне это не интересно. Я попробую на тот фланг поработать, если получится, конечно. А что, ракеты нет? Нет? Ну и не надо. Поздно. Он по мне уже отстреляться не успеет. А почему 78? Почему не 100? Должно быть 100. И пых. Почему по траектории? Почему не ровненько? 10 километров, я понял. Не достаю ни торпедами, ни ракетами. Ну. Граник, попадай! Блин, 10 километров он не может попасть. Из 9 тоже. В чем встал? Ну, если встал, то я попаду. Чувак, в стоячего я попаду, прикинь. Ты не поверишь. Да, блин. Так, тут эти подтягиваются уже. Надо что-то делать. Второго они не минусанули, да? Привет. 52! А, ну так. Так тоже сойдет, в принципе. Так, теперь надо уйти сюда и развернуться. Ну или выйти с той стороны, как вариант. А, нас двое осталось? А почему нас двое? Что за бред?
Да, конечно. Иди в баню. Да, давай, таран. Все дела. Ой, тупой какой. Господи, прости. Мы остаемся 2 в 2, кстати. Теперь есть вариант. Вариант есть, но он очень слабенький вариант. Если я высунусь, меня снесут, а у второго... Как дела у второго-то? Пошло. У меня 20 секунд до хила. Единственное, что я могу сделать... Стоп. Это попытаться помочь ему вот таким образом. Назад. 3 секунды. До хила 3 секунды. Давай, вертолет. Все, вертолет закончил выдавать. Ну, вот тот ему тоже что-то накидывает. Но это вряд ли поможет. На нафиг! Бым! Блин. Собак сутулая. Не смог я выжить. Но, по крайней мере, я его забрал с собой. Теперь вся надежда на нашего... Ух ты ж, дядь тямух. А, нет, это не наш. Тут идет нафиг. Ваня пошел. А что у нас тут? Ха-ха-ха! Дымы против линкора. Блин, как меня умиляют эти люди замечательные. Я не сомневаюсь в том, что они замечательные. Но, блин, серьезно. Дымы против линкора. Серьезно. Он перезарядится. А, он тебя вообще не видит. Тоже интереснее. Он промазал. Хорошему должен был попасть. Ох, блин, он выиграл! Все, я ему лайк ставлю. Я этому человеку поставлю лайк. Он просто красавец, молодец. И вообще просто балбес был на Монтане. Как он умудрился его не грохнуть-то? Эй, господи. Ну как так-то? Дымать, спрятаться от линкора, ну это что-то. Ну, может, люди еще не научились, как бы, не научились, так сказать, нащупывать в дымах артиллерийским огнем. Там же тоже надо по-своему, надо понимать, что если ты чуть выше взял, летит не туда. Чуть ниже взял, не долетит. Там надо выбирать и калибр тоже. Даже если ты на линкоре, тебе нужно выбирать сначала калибр вот ПМК какой-то или граники, кинуть ими и нащупать его. А потом из ГК ему втащить от всей души. Что-то такое. То есть такие комбинации, видимо, еще, ну, не научились. Дымы недавно появились все-таки, но, блин, каждый раз эти дымы против линкоров, это так мило, так наивно, просто ужас. Так, ну с этим разобрались. Что еще по бою можно сказать? Ну, об меня убилось, получается, двое. Двое убились, да. Ошибка в чем была? Ошибка в том, что поперлись по одному. Соответственно, убился один, потом пришел, убился второй. Зайди они вдвоем, они бы меня забрали. И, по сути, бой был бы их. Он бы не справился с ними со всеми. А так я, по сути, вытянул на себя 2 корабля, забрал. Я молодец, я молодец. Единственное, что, конечно, на 10 километров... Да, на 10 километров граник не очень. Ну как не очень, он вообще бесполезный. Он предупредительный выстрел только делает. Там даже артиллерия уже так себе работает на эти 10 километров. Торпеды не достают, ракеты не достают. Вообще на большой дистанции Массачусетс так себе, так себе. Вот, но в остальном что? Нормально. Вот эта позиция, как бы, здесь, ну, позиционирование идет как? 2-3, 3-2. В одном углу 3 противника, 2 союзника. То есть, если вы стоите вдвоем, вы должны понимать, что перед вами трое. Если вы стоите втроем, вы должны понимать, что перед вами двое. По линии, вот, по номерной линии там. Первая, 9 условно. Вот вы на первой там стоите втроем. Значит, перед вами будет 2 противника. Если вы стоите вдвоем на там вот 9 линии, то перед вами будет 3 противника. Так эта карта, она, ну, спавна у нее так устроена. И вот если вас двое против троих, лучше вперед не ломиться, а вот от островка посмотреть, что там, как события развиваются. Сохранить корабль в начале боя. Потому что потерять корабль можно быстро. Причем любой. Это делается легко и просто. Хотите, покажу. Вот. Но если вам удастся его сохранить, то в дальнейшем, может быть, даже там в конце боя этот корабль может пригодиться. Тем более, что если посмотреть на нашу команду, как бы, да,
Тут как бы, ну, вот. Да, основной урон, по сути, 2 игрока влепили. У них все больше размазано. У них трое прям намолотили, мам, не горюй. Поэтому, если вы, ну, сбережете корабль, это уже хорошо. Вы потом можете осмотреться, там, как идет бой, где вы вмешаетесь и так далее. Изначально спрятались, посмотрели по сторонам, смотрели на миникарту, как бой разворачивается, и работаете. Если же вы попретесь сразу вперед, ну, на этом вот, как вот там, каменистый канал, это здесь вперед идти, это смерть бы сразу же там. Лучше этого не делать. Вот. Как-то вот так. Ну, Монтана, конечно. Да, Монтана у них что-то как-то вот не смог против дымов. Что забавно. Забавно. Шторм. Ну и нафиг я сюда зашел. А еще у них подлодка есть. А еще у них есть Ришелье 2 штуки, а у нас тоже один Ришелье. Опенмап будет? Опенмап не будет. Значит, опенмап будет с их стороны, и мы сейчас получим по рогам. И... Держи! Да-да-да-да-да-да-да-да. Заворачиваем. Сбиваем это все. И кидаем ракеты в подлодку. О, торпеды в подлодку. Че? По-моему, ты что-то пытается стрельнуть. Стрельнуть хочешь, да? А куда? Куда вы все так ломитесь-то? Что с вами не так-то? Успокойтесь. Шизофреники. Блин, фигани. Фигани. Ну, давайте подлодку торбить тогда. Что еще остается? Я даже не знаю, что еще делать. Вот как я в нее не попал сейчас, я не знаю. Но попадаю вроде. Давай, 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 да, 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 вылезай, вылезай, вылезай. Прям вот выскакивай, прямо. Эти атаки! Очень странный парень. Не знаю, зачем он это сделал, но ладно. Хорошо, хоть он не за нас играл. А тебе. Че минус? Отстрелялся. Карта крайне неудобная для линкоров. Здесь инвизеров полно, и они обожают просто линкоров. Ой-о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 й, что ты де... Молодец. Так, у нас тоже инвизер завелся. Смотрите, вон он инвизер. Но он, по крайней мере, хоть что-то там делает как-то. Куда-то там лезет правильно, грамотно. А у них что? У них Ришелье и Ришелье. Блин, мне с Ришелье бодаться, что ли? Здесь на обратном ромбе так получается только бодаться. Другому никак. Ракетками я их не захвачу, да? Не, вблизь подходить нельзя. Только вот издаля вот так вот. Когда они нос куда-нибудь высунут. Во-во-во. Вот он высунул нос свой, поганый. Да! Чтоб тебе. А, у меня уже зарядился граник, нормально. Я тебе кину. Я вот так могу. Ух, не долетело. А как оно не долетело-то? А, он мертвый. Все, я извиняюсь. Я затупил. Очень сильно отвлекся, увлекся и затупил. Так, вот сюда. И на лево. Да? Ага. Не-не-не-не-не-не. Тихо, тихо, тихо. А этот что? Этот мертвый. Хорошо. И пью. Забавно. Забавно. Очень забавно. Ну вот, что можно сказать. Крайне неудобная карта. Очень неудобная карта для линкоров. Они здесь просто мрут, они здесь страдают, им плохо, им больно и вообще. Но
Что по конкретному бою? Во-первых, как бы первая перестрелка, первое столкновение мне повезло. Меня не фокусили, стреляли в кого-то другого, видимо. Я успел выдать урон туды-сюды уже в начале. Потом их, я так понимаю, Зумвальд по непонятным, опять же, мне причинам, вот уже который такой вот у меня противник появляется, что он просто идет вперед и дохнет. Я не очень понимаю эту логику. Он просто один идет, прям на всех врывается и дохнет. Я все еще не понимаю этих людей, но они есть. И вот попался нам такой Зумвальд, он ворвался на нас, он участник чего-то там, Seas of Prey. Ладно, хорошо. Он сдулся сразу же. Подлодка их слишком близко подошла к нам. Она оказалась в радиусе эффективного поражения гранатометами, и ее отработали. Она сдулась. То есть мы сразу сделали -2. И таким образом оказались 5 в 3. У нас был вменяемый инвизер, я так понимаю, это вот он был на Зумвальте, да? Насколько я понимаю, вот это он был инвизер. Он сразу улез вдаль. Но слава богу, что у нас он был один. Да, а не вся команда. Потому что если все в инвизе сидят, то это очень плохо. Они ни хрена не видят, потому что как бы нужен кто-то, кто им будет подсвечивать и так далее. Вот. Наш инвизер их там начал гонять, потом наш Ришелье допустил ошибку, он вышел на ближней дистанции сразу на 3 ствола. Ну, у них осталось 3 ствола. Он на всех на них зачем-то вышел, резко выскочил, и все, у нас минус. После чего уже постепенно их растащили, что называется. Да, инвизер их пинал с одной стороны, мы их пинали с другой стороны. Я аккуратненько от уголка там постреливал, особо не высовываясь. И в конечном итоге бой был выигран. Вот, то есть здесь как бы, ну, по ошибкам противника подлодка слишком близко подлезла. Причем она не просто подлезла. Вот пересмотрите, как наша подлодка играла. Подлодка наша играла от вышки. Он высовывается, отрабатывает, заходит за вышку. Высовывается, отрабатывает, заходит за вышку. Если что, он может отхилиться. А противник, вот это его Type 100, она вышла на открытую воду и подошла близко. То есть мы ее поражаем из всех там возможных видов вооружений. Торпеды, гранатометы отрабатывают. Она не может не отхилиться, ничего. Она просто получает по башке. И все. Это минус. То есть так делать нельзя. То, что вы под водой, не делает вас неуязвимым. Всегда это помнить надо. Вот. Ну, здесь вообще без комментариев я не понимаю этого выхода, когда просто ломятся вперед, 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 вперед. То ли на эмоциях, то ли что, я не знаю. Ну, а у этих уже шансов, по сути, было мало. Они могли только рассчитывать на вот такие ошибки, как наш Ришелье допустил. Вышел на 3 ствола и сдулся. Если бы мы по одному так на них выходили, тогда у них был бы шанс выиграть. Но мы этого делать не стали. Поэтому они и проиграли. Вот такой вот бой. Ну, что по Массачусетсу? По Массачусетсу здесь вот видно, как использовать все оружие по возможности. Это надо вот ромбиком вставать. Бортом, если вы будете вылезать, вам весь корабль придется выставить. Более того, вы получать начнете до того, как сами сможете раздать. Поэтому подальше так от препятствия, обратным ромбиком и желательно задницей потихоньку так выезжать, чтобы увидеть какой-то краешек, в который вы можете накинуть. В случае чего сразу дергаете корабль вперед и прячетесь. Подвижность у него, в принципе, ну, не самая говняная, хоть и все-таки, наверное, линкорная. Но здесь ее, в принципе, хватило. Как-то вот так. Так, у нас курятник, у них подлодка. Интересный баланс. Массачусетс у нас, и у них Монтана. Еще лучше. Ну, в принципе, вот он так и работает, баланс. С одной стороны, вот так вот это, а с другой стороны, на тебя, вот так вот. Ну, что-то закинул куда-то.
Неть, неть, захват неть. Так, у нас тут один эсминец грустный. А там у нас 2 корабля, они должны сами справляться. То есть я должен помочь эсминцу по логике вещей. Но вот справлюсь ли я? У них-то как бы курятника нет, они впятером все полезут. Что как бы намекает. Ага. У-у-у. Вылез на открытку. Они все такие хитрые. Так, ну, эсминец там никого не видит. По сути вопроса как бы... Они все смещаются на этот фланг, я так понимаю, да? Прострел есть, а толку мало. Тихо. Он опять что ли вперед попрется? Ему очень надо вперед? Он там что-то ползает. Как-то вот уныло ползают они взад-вперед. Надо как-то менять позицию, что ли. А как ее менять-то? Если я сюда встану, меня прикроют? У нас один на открытку зачем-то вылез. Я тоже зачем-то на нее вылез. Оружен кораблем. Каким кораблем? Скажите мне его, пожалуйста. Нет, не обнаружение кораблем. Вранье. Наврали, оказалось. Так. Как бы здесь не вывалился какой-нибудь Ришелье, которого у них нет. Что у них там было? Монтана, да? Монтана, да. Вот как бы она на меня не вывалилась. Вдруг неожиданно так прям. Курятник, топчи Монтану. Не слезай с нее вообще. Так, я здесь могу кого-нибудь прострелить. И это вопрос. Граник здесь не отработает уже. Доворачивать корпус. Так, где-то. Так. А наш эсминец тоже перетянулся, что ли? То есть у нас... Не, наш эсминец вообще где-то в заднице плавает. Ему хорошо. Раз, два, три, четыре. Где-то подлодка шастает. Беспризорная. С этим всем надо что-то делать. А что с этим всем делать? Если я сюда метнусь, меня же раскидают. Я прав? А если меня поддержат, то меня не раскидают. А если меня не поддержат? Да пофигу, поехали. Не хочу я стоять. Блин, этот стоял, оно томляет. Правда, справа может быть и подлодка эта долбаная. Утопка несчастная. Право на борт. Есть право на борт, руль право на борту. Этих я буду светить на рентген. По этим я смогу стрелять или нет? И это вопрос. 2,2. Ну. И держи. И пых! Заслал. Именно заслал через букву «Л». Не думайте там какую-то пошлость. Не, наши что-то особо вперед не рвутся. А вот эти могут и порваться вперед. Как-то бы вот... Как-то вот выгадать бы миллиметрик, как-то вот, чтобы увидеть его, ну, его эту самую... Кормовую вот эту вот его часть. Нет, это как-то не получится. Меня уже он контролит. Да, меня контролят уже здесь. Я не могу. А, во, нормально. Вертушка, взлетай, спасай меня срочно. А, он вообще вперед вылез. Он наглый, я смотрю. Что, минус? Хитрый маневр. Хитрый. Ребят, давите. Если вы не будете давить, задавят меня. Оп.
ПВО, работай! Это разводка. Не добил. Ребята, не стойте, не стойте, не стойте. У вас фулл хп, он битый в хлам. Меня сейчас просто разделают, если вы будете стоять. Они сейчас улучшат момент и меня растопчут. И будут правы, по-своему. Они вон уже лезут ко мне. А вы стоите и что-то ждете. Перед вами один битый в хлам корабль, а вас много. Вы все страшные и сильные. Почему Авик его до сих пор не добрал? Авики, добирайте вот ихних шотных. Вот меня шотного не трогайте. Это подло и гнило и гадко. А вот противников шотных добирайте. Так, где у них, кстати, подлодка потерялась, непонятно. Ну, помогать мне кто-нибудь будет? Я-то сейчас не могу на Монтану там и на вот это вот все прям так выскакивать и всех их карать жестоко и свирепо. Я так не могу. Хочется, конечно, я не спорю, но... Ау! 5D Стивенс мне приварил. А я ему сейчас еще из граника дам, кстати. Что это? Помощь уничтожения. Я молодец, я молодец. Там Монтана. Я не хочу на Монтану. У меня и так полкорабля оторвано, а она вторые оторвет. И что я тогда буду делать без двух полукораблей? Кстати, а где подлодка? Я уже... Я начинаю за нее волноваться. Куда она подевалась, ребят? А у нее нормально все? Вообще хорошо там? Порядок? Как дела у нее? Как дела у подлодки-то? 2 секунды до хила. Все, врубаем хил и пробуем выходить на Монтану. Блин. Держи! Да-да-да-да-да-да-да, нет. Ладно, я эти дозаряжу. Из них дюгану. Че уничтожение? А вон где подлодка. Она в А7. А7. Бей ее! Че Конституция? Это Конституция, да? Нет? Надо будет глянуть. По-моему, это Конституция. Че Конституция? Нечем подлодку огорчить. Подлодку нечем огорчить, да? А еще говорят, хороший корабль. Пых! Вот. Вот как-то так. Ну что, маневр сыграл свою роль. Метнулся и, соответственно, занял позицию и раздал. Место, конечно, второе, но роль все равно как бы ключевая. Хоть и место второе. Так, ну что? Давайте обсуждать. Давайте обсуждать. Ну, во-первых, Конституция. Это все-таки была Конституция. Отличный корабль. Особенно при виде подлодки. Он так активизируется весь. Прям вот не знает, что ему делать. Нет, он, конечно, знает, что ничего он сделать не может. Это понятно. Ладно, ну, человек вот взял его, ну, как бы, вот почему я не люблю корабли, которые не являются универсальными. Вот это тот момент, почему они мне не нравятся. Потому что в какой-то момент ты оказываешься просто вот не пришей кобыли хвост. Зачем ты там вообще? Зачем ты в команде нужен? Нафиг ты нужен? Ты ничего сделать не можешь. Ты просто стоишь и смотришь. Что делать-то? Поэтому я предпочитаю тех, кто вот универсальностью хоть какой-то обладает, чтобы он мог и тех долбать, и тех долбать, и этих долбать. Вот. С Конституцией разобрались. Дальше. Подлодка. 50 уровень, кстати. 50-й, ребят. Да? Парень играл в Инвизера. Да? То есть это вот, как я вам рассказывал, да, что
есть какой-то бой, да, вот мы стоим, они стоят, есть эти инвизеры, которые где-то нас обходят и пытаются нам что-то накидывать. Вот это неправильная игра за инвизера. Вообще, вот абсолютно мимо, вот просто хуже некуда уже вообще. Куда он залез, это где-то какой-то край карты. Я посреди боя волноваться за человека начал. Что с ним, нормально у него там все, хорошо ли у него все? Может, беда какая случилась, блин. А он сидит там просто где-то в углу, у него свои дела, там. Своя игра, своя игра. Он ее купил, не, она ему принадлежит, он купил ее вчера. Вот и все. Залез в этот Белгород, залез на Белгороде в угол, и весь бой там просидел, возымев 13 тысяч урона. 13 тысяч, Карл. Это что, одной торпедой куда-то угодил? Ну ладно, молодец. Чё? Но вот так играть не надо. Если вы играете в инвизера, всегда читайте карту. Чтобы научиться в инвизера играть, да, в это надо тоже научиться играть. Посмотрите видео по Миссури, посмотрите, как там нас обошел. Один из боев был на северной карте, как там. Я еще не запомнил все названия этих карт. Я на них вообще не смотрю, если честно. Там северная карта, в общем, посмотрите, как нас обошел фрегат. Если бы он в какой-то момент не поверил очень сильно в себя и не вылез бы, не подставился, он бы нас мог торбить, как мама не горюй. Он там нам беды наделал очень много. Он очень мешал сильно. Постоянно путался под ногами. Вот этот инвизер, он нам не мешал никак. Его вообще в бою не было. Поэтому прежде чем вот взяться за такой геймплей, если он вас интересует, вы посмотрите карты. Да, попробуйте себе представить маршруты какие-то, да, как, что, где, вот, как, где встают обычно, как воюют. Да, вот точки есть на картах, где сходятся две основных массы кораблей. И вот эти точки, они откуда-то простреливаются. Вот ищите их как-то, думайте, как это делать. Причем это не всегда сработает. Иногда рисунок боя таков, что нафиг оно надо. Вот в этом бою он больше пользы бы принес, если бы приплыл к своим и начал бы меня пинать. Когда я проход сделал, вот поджался под тех двоих, под их Монтану, и кто там с ней, Тедди Стивенс был или кто там был? По-моему, Тедди Стивенс был с Монтаной. Вот я поджался под них и отстреливал вот этих вот Кирова и Дожеванного, насколько я понимаю. Они там сидели, вперед вылезли. Я их отстреливал, поджимаясь под остров, чтобы меня не достали вот эти двое, Монтана и Тедди Стивенс. Вот подойди, Белгород, и начни меня пинать, мешать мне играть. Бой мог сложиться по-другому. То есть он вообще не читал, человек, рисунка боя, он просто по стандартной схемке куда-то улезть, куда-то залезть, и все. Залез, сидит. Молодец. Чего толку от тебя? Тебя в бою не было, считай. Вот. Дальше. Ну, мой проход, в принципе, мой проход удался. Но контрмеры там были. Можно было принимать контрмеры, потому что мои играли довольно пассивно. Если бы они все дружно, не сговариваясь, попытались бы меня выдавить, у них были все шансы это сделать. Но они отыграли достаточно пассивно. Они весь бой держали свои позиции. Я вот перешел на одну позицию, скучно стало. Ну, что там стоять? Ну, скучно. Воевать надо. Что стоять-то? Сменил позицию. Там тоже скучно. Вот можно перейти дальше, но есть риск. И надо в этих ситуациях понимать, что команды у вас как таковой нет. У вас есть 9 противников, 4 из которых по непонятным причинам окрашены в зеленый. Остальные 5 в красный, как и положено. Вот. И надо понимать, что можно такие выходки делать, как я сейчас, но с пониманием того, что вас могут слить легко. Прям легко выйти и слить. Но ребята оказались пассивными, и это отработало, это удалось. И сам настрелял, и команде помог, и бой выиграли. Что по авику? Ну, авики, добирайте шотных. Да, я терпеть не могу, когда меня шотного авики добирают. Я ругаю страшно, даже в чатах там советуем там об угол стукнуться или еще что-то в этом духе. Но как бы это эмоции. Эмоции эмоциями, но надо добирать. Вот я раздамажил кого-то там из них, Дожеванного, по-моему. Авик, сразу углядев, что он раздамаженный, должен, даже теряя самолеты, его добрать кровь из носу. Потому что тогда наши проходят вперед. Они боятся на него одного выходить. Боятся, ну так ты его забери.
Если ты за авика играешь, ты вообще должен весь бой видеть, всех своих, всех противников. Ты должен не только противника читать, ты и своих читать должен. Если ты видишь, что они встали, уперлись, их один корабль битый пугает, убери его. Он битый, ну убери его. Чтобы они могли пройти вперед. Пробей им дорогу в таком случае. Потому что гнать их ты палкой не можешь, к сожалению. Но ты можешь пробить им дорогу, расчистить им дорогу, и они пойдут вперед. Как только дожеванный сдулся, они пошли вперед. Их даже Монтан не напугало больше. Примерно как-то так. Что касаемо Массачусетса, ну... Я все еще довольно уверенно себя на нем чувствую. Единственное, что, конечно, не привык еще к схеме разноса пушки граник. Там надо поворачивать правильным углом все-таки корабль. А в остальном комфортненько, мне нравится. Единственное, что ближний бой, вот как на пассистом, на Ушакове, на Картечницах, я бы на нем не лез. На нем все-таки нужно выдерживать какую-то дистанцию, хотя бы небольшую, и работать. С подлодками справляется неплохо, кстати, это вот было видно. Подавляет торпеды граником. Свои торпеды кидает. То есть корабль комфортный. Мне он все еще нравится. Как-то вот так. Длинно, нудно, но, надеюсь, будет полезно кому-нибудь. Итак, мы посмотрели на кораблик в боях. Ну, а теперь давайте, как уже сложилось по традиции, подведем итоги, что мы имеем. Итак, первое. Корабль комфортный. Это действительно рабочий корабль. На нем можно играть. Я лично его буду использовать. Поставлю себе его в активные корабли, что называется, и буду его использовать. Буду на нем играть. Это, кстати, вариант был бы научиться играть на линкорах, но здесь мы переходим ко второму моменту. Несмотря на то, что это корабль очень удобный, он, как говорится, хорошо лежит в руке, у него много возможностей, он универсален, да, то есть вот этот вот противолодочный, так сказать, комплекс, противолодочно-противоторпедный, ну да, противолодочно-противоторпедный. Гранатомет плюс торпеды дает возможность выбирать вам ракеты. Если на Кронштадте вы кроме ракеты торпед ничего поставить не можете, потому как, ну, что вы будете делать с подлодкой, или на том же Миссури. Ну, Миссури вообще там, что хотите, то и ставьте там. Ни хуже, ни лучше не станет, там все плохо. Но вот на Кронштадте, например, если поставить обычные ракеты, то каждая подлодка, увидев вас, будет громко хохотать. А вы нет, вы не будете, по понятным причинам. Здесь же вы можете выбирать там любые ракеты, какие хотите. Наводимые по лазеру, там, ядерные, там, 10-секундные, типа Искандеров, спамовые. Я вот предпочитаю именно спамовые, ПВОшные. Потому что у вас против лодок уже все нормально. Против лодок, против торпед вы нормально защищены от них. У вас с этим все в порядке. Вы бодаетесь с ними хорошо. Соответственно, вы добавляете какие угодно вам ракеты и полностью вот сборку свою можете там настраивать как хотите. Можете на Альфа-Страйк здесь ставить, ждать, когда кто-то разведет. Можете спамить и т.д. и т.п. Автопушки помогают, то есть, корабль хорош, реально вот удобный и так далее и тому подобное. Но, это не линкор вообще. Кто-то из зрителей, по-моему, когда-то мне писал, что он и был когда-то крейсером, но потом его перевели в линкор. Я не в курсе, если кто в курсе, в комментариях напишите. Но лично я поставил бы этот корабль в одну линейку с такими кораблями, как Лиран и Граф Шпе. Можете смеяться, но в принципе я вижу в них некоторую схожесть. То есть по своим возможностям, по тому, как они играются, в принципе своем, они близко довольно друг к другу находятся. Он как бы один из вот этого уровня кораблей. Как линкор, он не линкор вообще. 150 тысяч, не смешите мои портки. Даже Миссури может выдать больше. Но как крейсер он реально хорош. Этот корабль реально хорош. Я, может быть, даже попробовал бы пойти на нем в ранги, но на сегодняшний день я вообще не уверен, пойду ли я в эти ранги в следующие, потому что уже что-то как-то я от них подустал, на самом деле. 4 сезона в одно лицо, без отрядов, без ничего. Сам прошел. Мне надо статус дать герой рангов. Знаете, вот есть герой, есть легенда, а мне надо герой рангов дать. Легенда рангов. И еще что-нибудь дать, не знаю. Что-нибудь дайте, ё-моё, жалко, что ли.
Итак, корабль я смело могу рекомендовать к покупке. Если успеете взять его по скидке, берите. Если не успеете, копите 30 тысяч, он того стоит. Замечательная совершенно машина. Вопросов к ней никаких не возникает. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.